Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодня мы занимаемся нашей Вольвой, эвакуатором, можно так сказать. Пока что это еще фургон, но по планам у нас сегодня в этой серии уже снять фургон и подварить водительскую сторону, потому что там есть нюансик. Он постоянно бросается в глаза и хочется скорее сделать, чтобы уже знать, что там все нормально. Поэтому не теряем время. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылкам в описании под этим видео. Начинаем работать. Долго не разглагольствуем. Вам приятного просмотра. Погнали. В этой серии мы занимаемся ремонтом нашей Volvo. Сейчас нам предстоит открутить вот этот вот бампер. Все болты откручены, но этого недостаточно. Нужно их выбить, потому что она закреплена между рамой. И только после этого получится снять этот бампер. Потом нам предстоит открутить или же отрезать раму. Она заварена вот на таких металлических усилителях. Вот. Работа, конечно, неприятная. Будет трудно подлезть, но мы справимся. Вчера было проведено много работы, в том числе и сегодня. Уже вся откручена по периметру будка наша, отпилена, где-то откручена. Вымучились с болтами до безумия. Низкорамная машина и везде очень неудобно подлазить. Это маленький нюанс. Но самое главное — это возможности перевозки по высоте, и для нас это очень важно. В этой части, в водительской, мы разобрали, сняли крыло, вот там оно лежит. Два болтика заломалось, здесь не все так страшно. То есть чисто вот этот вот участок лонжерона нужно нам переварить. Остальная же часть покрыта ржавчиной, но в целом она вся крепкая. То есть здесь вопросов нету. Единственное, нужно, естественно, все это будет зачистить. Вот, два болта заломалось, раз и два. Остальные все даже открутились. Вот такое бывает. Их мы, естественно, прогоним, все смажем, все сделаем, чтобы было красиво. Все, чтобы откручивалось. И после этого, естественно, обработаем тоже все аккуратненько, чтобы было и красиво. Так что приступаем к сварочным работам. Такая работенка, знаете, нужно с душой подходить. Если будешь без души, то 100% накосячишь. Здесь внутри какой-то проводок. Куда он идет и за что он отвечает, неизвестно. Возможно, какая-то может здесь лампочка или еще что-то. Что-то такого плана. Но посмотрим. Начинаем переварку. Сварка уже готова. Должно бы все получиться. Заднюю часть бампера тоже сняли. Фонари. Вот этот здесь был такой, как бампер. Вот. Также открутили кран на регулировку задней подвески. Здесь отпилены все по периметру. Просто приваренные к раме уголки такие. Шинки точнее. Ну а здесь тоже пришлось повозиться. Мама, не горюй. Тут спилили, а за баком там просто невозможно подлезть. Но мы все сделали и уже готовы к тому, чтобы снимать эту будку. Будка гнилая, страшненькая. Ну как, она еще, может, послужит в качестве какого-то там, например, склада или еще чего-то. Но перевозки на ней осуществлять уже невозможно. Отслужила она свое, и это факт. Все, приступаем к переварке. Нравится аппарат. Медленно, но верно я продвигаюсь. И в ситуации вот с этими вещами, с переваркой, нужно не спешить никогда. 5 раз отмерить и 1 раз прихватить. Потому что поспешишь, потом косяки еще дольше свои разгребаешь. В плане шпатлевки и тому подобного. Поэтому лучше сразу хорошо сделать.
эта латка готова. Эту нужно еще будет зачистить. Вот, сейчас вырезал большую латку сюда. Сразу вот перекроем здесь всю эту часть. Внутри все промазал мовилькой. Вот латка наша новая. Сюда вот так, оп. Сейчас ее тоже приварю, и все здесь будет готово. Вот такая красота. Вырубай! Вырубай! Помазал мовилью, блин, так оно там все позагорелось. Я не знаю, но надеюсь, затухло. Хорошо, что вот здесь не прихватил. Дырка осталась. Понял? Что было? То потухнет, то погаснет? Там же поролон этот внутри весь. Ну это еще надо подсматривать. Ну да. Тут все зашито, он может просто вот так схватиться, и крыша, и все. Это очень опасное дело. Да, друзья, вот это я очканул. Короче, скинул с пистолета этот наконечник, чтобы лучше кислота шла. Ну и вроде нормально. Потом вот так вот, по-моему, оттянул я и сюда и пытался залить. Сейчас смотрю, здесь как раз вот маленькое отверстие я оставлял сливное. Но не буду я здесь проваривать. Сейчас прихвачу просто по периметру. И все. Потом мастикой помажу. Будет нормально, потому что варить там прям страшненько. Оно может просто пойти вот так, загорится потолок, и все. Все сгорит. Это очень опасно. Я что-то такого не ожидал, развития событий. Ну да ладно, продолжаем работать. Такой вариант у нас получился. Здесь все зачистил, аккуратненько, все как надо быть. Ну а снизу полностью не проваривал. Теперь будем ждать, пока высохнет. Все, залил водой. Обрабатывать нету смысла. Ждем теперь, пока высохнет. Ну и потом будем уже собирать наше крыло, ставить. Ну что ж, друзья, товарищи, запустили Вольву, сложили кран. Сейчас поедем на ту сторону. Наша задача переставить кунг и снять вот этот вот большую-большую будку. Что с этого выйдет, пока не знаю, справится ли наш кран, но я верю в него. Советский кран должен справиться. Все, накачиваем воздух и выезжаем. Выставили кран. Сейчас наша задача переставить кунг вот сюда. Вот, а потом Вольвой заехать туда, поднять будку и выехать Вольвой обратно. Надеюсь, нам удастся это сделать. Работаем. Ну что, по вашим многочисленным просьбам мы сделали вот такие вот площадочки. Оба! Груз у нас будет очень опасный, поэтому нужно подготовиться. Потому что я даже не уверен, что Зил справится, но где-то в глубине души я верю, что он справится. Юра отправляется в рейс. Пожелаем ему счастливой дороги, счастливого пути, чтобы все было хорошо. Но мы продолжаем веселиться. На Вольве, когда ехал,
честно, стремался капец. Будка вот так вот. Думаю, сейчас упадет еще на машину, на какую-нибудь и вообще развалится пополам. Вот, так что чуть доехал, но вроде удержалась. И еще низкая у нас очень Volvo. Не знаю вообще, заедет ли она сюда. Мне такое чувство, что мы здесь забуксуем почему-то. Резина лысая. Ну, посмотрим. Много кому в комментах понравилась наша Volvo. Кто-то писал негатив, но тачка хорошая. На самом деле, купить хорошую машину очень сложно, но возможно. И помогает в этом Дром. С Дромом все предельно просто. Вы можете поставить подписку на авто по нужным вам параметрам. Заходим на Дром, выбираем марку, потом выбираем модель. Ну и нажимаем кнопку подписаться. Когда такое объявление появляется, вы узнаете об этом первым. А еще у Дрома можно почитать отзывы на любое авто от реальных владельцев, чтобы заранее знать все нюансы эксплуатации и быть подкованным. И чтобы быть уверенным в покупке, у Дрома есть подробнейший отчет об истории, который проверяет авто по многим базам. Вы узнаете реальный пробег, наличие ДТП, количество владельцев и много чего еще. За авто идите на Дром, ссылку вы найдете в закрепленном комментарии. Бедная Макита эксплуатируется в жесточайших условиях, но пока не сдается. Так, переместили наш кунг сюда, кран работает, все хорошо. Единственное, это, конечно, происходит очень медленно, поэтому вам сильно не снимаю, но, тем не менее, кран выручает постоянно. Так что сейчас будем пробовать заезжать сюда на Volvo. Не знаю пока, что с этого выйдет. Маленький промежуточный этап. Кстати, хорошо, что взял камеру. Вижу, что нам нужно еще стрелу туда. Видите, как трос. С кабины этого, к сожалению, не видно. Зацепились мы за будку. Значит, 1,50 м получается от каждого края. Вот. Но сейчас просто оно чуть-чуть потом натянется, будет ровнее. С этой стороны тоже. Ну, хотелось бы, конечно, ближе. Видите, чуть далековато, блин, ЗИЛ стоит. Ну, посмотрим. Если не будет брать, то подъедем ближе. Попробуем подъехать ближе. Может быть, поможет это. Ну, а пока что будем пробовать. Так, ну что-то у нас пошло не по плану. Я понял, что не пошло не по плану. Забыли эти болты выбить. Ёп. ПРСТ. Ломаем эту будку. Так. Просто их нужно выбить. Опускаем обратно и выбиваем. Дань, сгоняй за молотком и пробойником каким-то, или куском болта, и плоскогубцами, хорошо? Так, тут вроде бы... Ну, поэтому она и стоит здесь колом. Вон, выгнули всю ее. Ну, зелок, сила. Я в шоке. Ну, передние рессоры разгрузились. Ладно, опускаем. Опускаем. Это мы включаем вот эту лебедку. Реверс переключаем вниз. Контролируем, лебедка пошла вниз.
будка пошла вниз. Отлично. Выключаем лебедку. Реверс в нейтралку. И выбиваем болты. Тот самый момент, когда понадобилось все-таки верхнее окошко, потому что через него я вижу, как у меня трос. Но я его чуть-чуть повернул левее, чтобы будка шла от кабины. Отойди. Что? Отойди. Все. Четко. Ну что ж, у Кунга шансов нету, друзья, потому что сейчас мы отпилим. У нас одно крыло еще зацеплено за будку, ну точнее за будку, да, у будки шансов нету. И вот болгарочкой отпилим, пойдем. Но вы видели возможности нашего крана? Такую будку, это же вообще ужас. Он берет, вообще даже не задумывает. Главное, когда отпилю, чтобы она не полетела. Это очень опасно, Дань. Поэтому смотри аккуратно. Останься там лучше. Я, может, убегу, если что. Как она тяжело висит, а? Офигеть. Так, ну, наверное, можно выезжать, Даня, а? Да. Ну, там вот сзади она держится немного, блин. Ну, я, наверное, попробую сейчас выезжать. Давай попробуй. Не хочет выезжать, буксует. Сейчас ослабим ленивец. Ну что, какой у нас здесь вид? Первый сюрприз для меня, очень серьезный, это то, что у нас нету тормозных валов. Для подушки опасно как. У нас нету тормозных валов. Тормозного вала 1, тормозного вала 2 и энергач вот здесь один только у нас какой-то стоит. Вот такой нюансик у нас. Так, это первый нюанс. Второй нюанс. Второй нюанс, что все нормально. Сайлентблок целый. Там все целое. Ну, естественно, это все нужно отмывать, отбивать. Вот. Сейчас хотя бы есть хороший доступ к этому
всему обмундированию. Такая рама у нас. Коробка в ужаснейшем состоянии. Все просто, видите, как выглядит, ужас. Воздух шипит, но не важно, мы тут все это подделаем, отмоем, вымоем. Будет у нас все хорошо. Наверное. Дань, ну как тебе аппарат? Отлично. Отлично, согласен, поддерживаю. Так, сейчас снимем небольшой кусочек для зрителей на бусте, потому что они у нас получают оперативную информацию. Каждые 2-3 дня я им что-то снимаю. Ну что, все, будку поставили, кран не складывал, оставлю его здесь, и нам нужно будет отрезать кусок кунга, то есть пока что пусть стоит здесь кран и кунг. Если что, может, завтра перегоню или завтра займусь, может, разрезкой этой. Ну, в любом случае, пока что пусть кран стоит здесь, чтобы его не переставлять по 10 раз. Но моя сейчас задача перегнать Вольву на ту сторону. И нужно будет все это помыть, отмыть. Одним словом, навести порядок здесь. Красоту навести. Так что такие вот дела у нас. Ну, что я хочу сказать, друзья. Конечно, это неприятный сюрприз, что здесь нифига нету. Прям совсем неприятный. Ну да ладно. Что делать? Что делать? Ладно. Какие здесь валы должны стоять, интересно. Ну, какие-то он длиннющие, блин. Колодки тоже непонятно, какие должны стоять. Тоже большущие. Ха-ха. Ладно, запускаем мотор. Ух. Задумал я себе работенку. Мама, не горюй. Да. Ну, неважно. Будем потихоньку строить. Спешить нам некуда. Будем потихоньку, помаленьку работать. Вот уже видите, как красиво у нас выглядит эта часть. Сейчас Вольву заведем, пусть качает воздух. Мотор работает мягко. Да, он немного дымит, но возможно мы со временем просто поменяем форсуночки, сделаем все и будет нормально. Это все равно все нужно будет переваривать. Все сгнило. Кран уровня пола. Бляха. Пониженная включилась. Ой, повышенная. Так, ну что ж, все, перегоняем Вольвочку и увидимся завтра. Мы продолжаем заниматься нашей Вольвой. Сегодня у нас мойка-помойка. Да, сейчас отмоем. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Еще сюрприз небольшой, то, что у нас в задней части рамы какая-то, ну, вставка или что это, меньшего диаметра. Возможно, эту проблему тоже придется как-то решать. Посмотрим. Но пока что мойка.
Наконец-то пришла наша очередь к пескострую. Сегодня мы поедем, погоним Volvo на пескоструй. Делаем определенные подготовительные работы. Убираем пластины, раму освобождаем. Сейчас тоже чуть-чуть возьмем, попробуем отвести шланги, пневматику от рамы, чтобы было удобно подлазить с пескоструйным пистолетом человеку, который будет пескоструить. Так что сегодня наконец-то Volvo поедет на пескоструй. Надеюсь, будет красавица по итогу. Единственная, погода нас не радует. Уже все-таки осень глубокая, и поэтому может быть сюрприз в виде дождя. Ну, работаем, подготавливаемся. Вот так выглядит наша проводка. Ее всю я сжал, чтобы был доступ к раме. И в принципе погодка пока что хорошая, и мы выезжаем. Воздух уже накачался. Я загнал туда патрол, а обратно на патроле потом приедем. Все, выезжаем. Движуха капец сегодня. Поехали. Но на Volvo мне нравится ездить, честно вам скажу, как на легковушечке. Такой вот грузовичок невысокий, обзорность хорошая, поэтому, можно сказать, нравится. Едем на пониженных, сейчас выедем на трассу. Нам здесь ехать совсем рядом. Совсем рядом ехать. Главное нам без приключений доехать. Отлично, никого нет. Вот третья. Теперь повышенный ряд. И получается четвертая, да? Мы уже на повышенном ряду. Пониженных делителей. Ну, в принципе, сейчас мы вот за угол и уже на месте. Ой, как она мягко едет, обожаю ее. Реально мягенько идет. Все, заезжаем на территорию. Все, припарковали наш вольвешник. Вот здесь она будет пескоструиться. Заезжали здесь прямо на пределе. Там почти уже на земле. Ну вот и яма здесь есть, все пропескострует, все будет четко, наверное. Надеюсь. Все, сейчас мы выдвигаемся в гараж. Так, сейчас решил заехать, посмотреть, как там у нас обстоят дела с Volvo. Здесь у нас недалеко, это как раз таки что-то песочит. Ну, поехали посмотрим. Это хорошо. Да, работы еще очень много. Тракторок, смотрите, аппарат. Ну что, друзья, то, что делают Вольвочку, это очень классно. Обещают к 5 часам закончить. Я как раз к этому времени наведу порядок там в гараже, чтобы у нас была возможность ее попытаться загнать. Хотя бы попытаться, можно так сказать. Вот. Ну и потом заехал в магазин сейчас, взял грунт эпоксидный, и мы будем покрывать. Покрывать будем грунтом, а потом
будем красить краской. Краску будем наносить такую серую, как заводская краска Volvo. У нас сейчас краска там оранжевая такая, как, ну, заводская. Не знаю. Ну, посмотрим. Наверное, потому что краску уже купил, наверное, все-таки серый буду цвет делать. Более нейтральный. А для оранжевого цвета, да, когда новая рама, можно оранжевым красить. Но когда у нас уже, ну, знаете, такое все средненькое по своему состоянию, то, наверное, все-таки лучше уже делать такое, ну, что-то не яркое. Не очень яркое, во всяком случае. Вот такие дела. Но наша задача сегодня нанести грунт, чтобы мы не переживали, что там что-то заржавеет. Это основная задача. Будем в гараже наверняка сегодня допоздна. Вот, и поэтому... А завтра мы поедем за металлом для нашего эвакуатора. Вот, в общем, движухи, друзья, туча. Ничего не успеваем, как обычно, но морально не сдаемся. Горло. Чтобы нам загнать Volvo в гараж, нам нужно перегнать кран. Сейчас его складываем, запускаем и перегоняем. Все, зилокранчик теперь будет пока что временно там стоять. Сейчас перегоню наш автодом сюда и ханамак тоже оставим здесь. Все поставим плотненько, чтобы у нас влезло побольше техники. Так, перегнал Магируса вот сюда. Вот так он будет стоять здесь пока что, потому что нужно будет нам зашить срочненько эту отверстие наше, которое, чтобы вода не затекала. И перетащил инвалидку. Сейчас ханамага ставлю перед Магирусом. И еще нам нужно освободить вот здесь пространство, чтобы сюда затолкать Volvo по возможности. Либо наполовинку ее туда затянем, либо не знаю пока еще как. Но одним словом будем сюда ее загонять, чтобы здесь внутри ее красить. Так что... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make... Вот потихоньку навожу порядок. Сейчас, к сожалению, уже уезжаю, потому что нужно срочно лететь в Воршу. Нашел в Борисове лебедку для нашего эвакуатора. Человек водителем передает ее в Воршу. Я сейчас буду лететь его встречать и забирать лебедку. Вот, пока он едет на Москву. Вот такая схема. Поэтому нужно срочно стартовать. Volvo заберем, уже будет темно наверняка. Но все равно в любом случае что-то вам покажу по-любому. Вот, ну и здесь доубираю уже чуть позже. Надо выезжать, чтобы человек не ждал. Лучше мы подождем, чем он будет стоять нас ждать. А еще, друзья, совсем забыл вам рассказать и показать вот такой подгон от нашего подписчика и зрителя. Огромное спасибо. Имен не называем, но спасибо от души. Вот эти болтики нам очень-очень пригодятся в наших, во всех этих маклях по постройкам этих проектов. Ну что, еще чуть-чуть и будет порядок. Схема внезапно поменялась, и лебедку не поеду забирать. Как раз у меня будет время забрать Volvo и навести здесь порядок. Это ужас какой-то. А еще Volvo нужно будет покрасить срочно, чтобы не покрылась ржавчиной.
Руслана попросил, нашего зрителя, друга и подписчика из Орши. Ему, кстати, огромный привет. И вообще, в целом, огромное спасибо всем зрителям, друзьям, подписчикам, которые нам помогают. Так что Руслан поможет нам, заберет лебеду. Но рано или поздно я вам ее, конечно, покажу. Все, здесь переносим сиденье и выметаем все. Едем за вольвешником. Обожаю патрол. Ну, нравится. Вот брутальный GPR. Настоящий брутальный GPR. Вот серьезно. Да, он жесткий, он тупой, он не едет вообще, он плохо тянет очень. Но что-то в нем есть. Не знаю, не знаю что, но вот что-то есть. Движуха, какие-то зерновозы, все куда-то едут, летят. Ой, ужас. Вот так пацаны трудятся ночью. Валят с фонарем. А что делать? Вариантов нету. Друзья, у нас тут ситуация. Спускаю колеса. Уже почти спустил. Мы на пределе. Там сверху есть люк. Наверное, буду отламывать сейчас вот то упор и загонять машину. Можно было еще вариант, ну сейчас будем, если что, пробовать, это поднять кабину и затолкать ее. Но, блин, пока что, наверное, попробуем так заехать. Мне кажется, зайдет. Ну я это сделал, друзья. Все. Вольво в гараже. Она вся в песке, ее нужно еще обдувать. Вот. Но уже хорошо, что она здесь хотя бы. Сейчас вытопим печечку. Фух, 10 ночи. Ну, очень, конечно, печально. И, наверное, нужно накачать колеса, потому что, ну, им вообще кирдык придет. Потом и не накачаются. Сейчас накачаем колеса, спустить их легко, а вот накачать сложно. Сейчас как раз наступил тот момент, когда можно в спокойной обстановке поговорить и все это обсудить. Результатом я крайне доволен. Все фитинги выглядят обалденно, красиво, вообще. Просто супер, все, бронза вся блестит. Но условия, в которых мы это делаем, это катастрофически неправильно. Вот и все. Настало темно, начал садиться, знаете, такая изморозь, как морозик, типа такая сырость. И все это покрылось влагой. Вот. Сейчас я пытаюсь, там, включил газовую пушку, печку там топлю, чуть-чуть поднять хотя бы температуру воздуха, ну, чтобы не так все это сыро было. Но это первый нюанс. А второй нюанс, самый глупый с моей стороны, реально глупый, это то, что я сейчас вот даже если покрашу эту раму, тут все сделаю красиво, потом мы начнем варить надстройку. И как мы ее будем варить на свежепокрашенной раме, я не представляю. Я просто себе создам еще больше проблем. И я не знаю теперь, что делать. Вот, но обратного пути у нас нету, нам нужно красить, то есть вариантов нету. Но что делать потом и как с этим всем разбираться, я не представляю. Так что сейчас буду пытаться что-то красить здесь, наносить грунт, нам хотя бы нанести грунт, это уже нас немножко спасет. Вот, и поэтому хотя бы немного потратим времени, попытаемся закрыть основные части, потому что выглядит все обалденно. Обалденно. Но есть одна дырка, небольшая, во всей раме. Я считаю, это прям, ну, вообще супер.
в нашей ситуации это вообще не проблема. Сейчас переключу другой баллон, что-то совсем этот баллончик не греет ничего. Включим пушку газовую, пусть она немножко нагнетает побольше. И будем пробовать что-то грунтовать. Возможно, друзья, вы подумаете, что я сошел с ума, но мне почему-то захотелось сделать вот так. Но такую красоту нельзя закрашивать, а? Если бы у меня было побольше времени, я бы, конечно, сделал все гораздо красивее. Но 11 ночи я просто уже, сил нету, можно так сказать, да и времени. Вот, так что, я думаю, будет красиво и так. Завтра я еще еду рано утром в Смоленск за металлом для нашей площадки. А привезет нам металл Миха 6х6. Вы наверняка знаете его, да? Если не знаете, то заходите на его канал. Вот. И он завтра нам поможет привезти металл. Таким образом мы сэкономим немного денежек. Вот, так что не переключайтесь. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про телеграм-канал. Там тоже много всего интересного. Какая-то движуха иногда у нас бывает, там проскакивает. Одним словом, подписывайтесь. Ну что ж, друзья, 2 часа ночи. Ушло на это все 4 часа. Галя уже не отвечает на мои смски. Возможно, придется даже ночевать в автодоме, в нашем не сделанном. Но одним словом, что я хочу сказать. Вымотался просто в ноль. И искренне надеюсь, что это все не зря. Вот, искренне в это верю, что это все не зря. Ну, все прошел, прогрунтовал. И, в принципе, поражен объемом работ, который проделал Игорь, который пескоструил эту машину. Везде все вычищено. Наверное, он попескоструил лучше, чем я это все закрасил. Но ему прям респект. Респект. Человек вложил душу, и это чувствуется однозначно. Ну, а вам я хочу пожелать, друзья, никогда не ввязывайтесь в вот такие макли. Вот. Это огромный труд. Ты гробишь свое здоровье. Ну, такое себе, честно. Все. Всем огромное спасибо, что были с нами. Увидимся, естественно, мы в следующих сериях. Тоже будем строить, мутить, вертеть, крутить. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.